Mm. Yes, surfing, brother. Discount? Ну и по цене мое блюдо стоит вместе с креветками всего лишь 18 тысяч индонезийских рупий. В переводе на рубли получается где-то чуть меньше 100 рублей. На входе можно видеть огромное количество мусора. Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор района Кута. Но сначала зайдем в местный Варунг, который находится всего в 150 метрах от нас. Покажем еду за $1 и проверим, безопасно это есть или нет. Эта кафешка называется Марлена. И сейчас еще сделаем обзор чисто балийской кафешки. Самое интересное, мы пришли и нам сразу Балика угостила вот такими вот орангутанами. Давай, говорит, угощайтесь, все бесплатно, кушайте, ешьте. Мы прям удивлены, необычно. В традиционных индонезийских кафешках подают именно традиционную еду, такую как наси горенг, миа горенг. И здесь, что очень удобно, максимально понятное меню, потому что здесь даже можно выучить. Наси – это рис, миа – это макароны, аям, вот здесь видно, это курица, и икан – это рыба. И вот здесь, допустим, удон – это креветки. И, собственно, можно таким образом понимать, что вы вообще заказываете. И еще здесь есть различные супчики и сате. Сате – это типа маленькие такие шашлычки. Сейчас мы себе заказали наси горенг и Паши миа горенг. Это получается, у Паши лапша будет с креветками, а у меня будет рис с креветками. И еще они сверху добавляют яйцо, получается очень-очень сытно и очень вкусно. Вот принесли наши блюда. У Маши получается с рисом, у меня с макаронами. И еще вот такая штучка. Тут есть перчик в таком специальном соусе. И буквально 2 штучки, если их выкинуть и остальное закинуть сюда, то будет очень даже вкусно. Наси горенг и миа горенг они делают с каким-то классным таким соусом, не очень острым. Там есть такой черный перчик, он явно чувствуется. Обязательно с яйцом. И такой вкус прям очень приятный, какой-то пряный. И, конечно, это очень сильно отличает наси горенг и миа горенг именно вот индонезийской кухни. И конечно, в России то, что мы пробовали, это не повторить. Ну и по цене мое блюдо стоит вместе с креветками всего лишь 18 тысяч индонезийских рупий. В переводе на рубли получается где-то чуть меньше 100 рублей. Представляете? Пашино блюдо стоит ровно столько же, сколько и мое. Мой миа горенг просто нереально вкусный. Тут какой-то очень интересный соус. Получается такой взрыв вкуса. То есть там и острое, и что-то рыбное, и также что-то такое необычное. Креветочки, конечно, принесли не такие большие, да, как в Таиланде, да, когда заказываешь пад-тай. Но, тем не менее, их много, то есть штук 10, наверное. В целом, такое блюдо съедаешь и наедаешься, что бывает не всегда в Таиланде, иногда приносит намного меньше. Но если сравнить, у меня с вермишелью получается чуть-чуть меньше, чем у Маши. У Маши просто с рисом выходит огромная байда. Что здорово на Бали, смотрите, мы сидим напротив мангового дерева. Видите, плоды какие висят. Можно сорвать и поесть. Сейчас мы вышли на Джалан Легиан. Это нам помахали рукой. Это такая дорога протяженностью 4,7, где-то 5 километров. Она у нас начинается от Семеньяка. Семеньяк у нас там. И заканчивается в Куте. Мы сейчас идем до Куты, чтобы показать это место, можно сказать, такое легендарное. Не побывал в Куте, не побывал на Бали. Как обычно говорят, на Пхукете не побывал, на Патонге не побывал на Пхукете. Чем примечательна эта улица? Тем, что она, можно сказать, так центральная. И по ней можно увидеть, что все время такие небольшие заторчики. Это днем. Сейчас в районе 3 часов дня, а вечером в 6-7 тут просто все стоит. На этой улице можно видеть все, что угодно. Там какие-то обменники, тату-студии, можно купить какие-то украшения. Смотрите, даже есть вот такая вот интересная бензоколонка. Подъезжаешь и покупаешь. Ну и, конечно, изделия ручной работы, чем славится Бали. Конечно же, тут это все можно купить. Ну и не только. Смотрите, какие вещи можно прикупить себе для дома. Поставить такие статуи. Маша пытается натереть, чтобы свистело. Да, на Бали абсолютно все грязное, куда не сядешь, все такое пыльное немного. Самое главное отличие Бали от Таиланда, вот что сразу бросается в глаза, вот буквально в первые минуты пребывания тут, это то, что в Таиланде, ну, все-таки такая более чуть-чуть цивилизованная страна, даже не чуть-чуть, а более цивилизованная страна. И даже если ты идешь по улицам каким-то, даже не в Бангкоке, даже где-то на Пхукете, в Паттайе, там они практически везде чистые. Тут вот куда ты ни пошел, в каком бы районе ты не был, все такое грязное, чуть заброшенное. О, смотрите, какой интересный храм невероятной красоты.
Вот, и получается так, что, ну вот, балийцы особо не любят напрягаться, особо не любят там прилагать какие-то усилия. Там вот дорога, да, узкая, но сделайте вы ее чуть пошире. Разгрузите ее за счет каких-то других магистралей, хоть что-нибудь придумать. Нет, никто париться не будет. Как бы и так деньги что-то приносят, и смысл что-то придумывать. Полиция абсолютно не видит смысла для этого. Тут также можно увидеть различные массажные салоны. Мы еще в 2019 году во многие из них заходили. Очень сомнительного качества массаж, и вам постоянно там что-то дополняют, какие-то доп. Услуги. Там какой-то массаж 5 минут, что-то в районе 40 тысяч рупий. Мы были с Машей. Я так подозреваю, если мужчина приходит один, то количество доп. Услуг вырастает. Смотрите, какие интересные тапки можно купить. Макдональдс, KFC. Hello, no, thank you. И вот различные такие вещи. Вот уток по всему Бали, вот во всех районах можно всегда огромное количество найти, почему-то они вот у них славятся. Конечно же, Circle K, который во Вьетнаме имел место быть, и на Бали он тоже. К сожалению, на Бали абсолютно нету 7-Eleven, вы его не встретите, это большое упущение. Но мне кажется, это все потому, что на Бали очень любят свои какие-то продукты проталкивать, у них такая небольшая монополия. А даже тот же Ватсон, да, который максимально удобный, всегда можно купить себе какие-то лекарства, тут его практически нигде нет, то есть выдавили. Ну и смотрите, как продавцы немного так в развалочку лежат, отдыхают. Никто не любит напрягаться, лишний раз что-либо делать, просто лежишь. Идем сейчас по такой, можно сказать, предпляжной улице. Впереди нас ждет пляж. Смотрите, какой интересный арт нас встречает. Мы сейчас пришли на пляж Падма-Бич, по-моему, так он называется. Слева у нас совсем рядом находится Кута. Справа у нас находится Double Six Beach, Легион, Семеняк и все остальное. Тут такое небольшое местечко, где абсолютно всегда, ну, довольно мало людей. Вот видите, такие пустые шезлонги. Сегодня погода просто идеальная, чтобы там загорать, купаться, серфинг взять. Но, тем не менее, людей довольно-таки мало. Мы сейчас, конечно же, дойдем до Куты. Там уже видно огромное количество различных зонтиков. Ну и тут можно абсолютно вот смело таким образом лечь, позагорать. Тут вообще такое спокойное местечко, мне вот нравится. Если бы я жил в районе этого места, я бы, наверное, вот сюда бы чаще всего приезжал. Потому что когда приезжаешь на различные другие пляжи, там Double Six Beach, Семеньяк, там просто горы людей, не протолкнуться, не пройти. Ну и, конечно, по вечерам особенно. И чтобы вы имели представление о том, что из себя представляет вот от Семенника до Куты, первая полоса, можно ее назвать, тут пляж. И слева, как правило, находятся такие вот отельчики, где, ну, в основном возрастные люди находятся. Да, вот можно посмотреть сейчас 9 из 10. Все почему? Потому что ценник тут, конечно, очень высокий, как правило. Ну и тут у тебя будет и завтрак, обед, ужин. Ты тут лежишь на шезлонге, купаешься. Иногда ходишь, смотришь на волны, потому что там ты особо не покупаешься. Ну, это все выглядит вот таким вот красивейшим образом, конечно же. Это вот практически на всей первой береговой линии, за редким исключением. Более доступное жилье находится намного дальше второй, даже третьей линии. Ну и тут, конечно же, абсолютно везде огромное количество серферских школ. Вон там балийцы сидят, играют на гитаре целый день. Все на чиле, все на релаксе.
У нас такая небольшая прогулка, мы вас взяли с собой, мы сейчас дошли до Пантай Легион. Довольно красивая такая скульптура, это какая-то богиня серфинга с королем серфинга. И вот они гоняют по этой волне. Все неспроста, потому что тут все говорят на языке серфинга абсолютно. Даже эта собака. О, смотрите, какие красивейшие ракушки можно прикупить. Ну и вот можно арендовать шезлонги, но это под вечер будет все уже забронировано, потому что все готовится к закату. Тут уже так, шезлонгов побольше, они более такие цивильные, более красивые. Но и стоимость шезлонга тут будет, конечно, уже где-то от 100 тысяч, сейчас как раз узнаем. My name is Pavel. Tony. Tony, nice to meet you. Welcome. Maybe orange and green one umbrella. Not now, we now go to shop. Maybe tomorrow. Tomorrow, yeah? Between Tony, yeah? Окей. Orange Окей, Тони. Ну и вот шезлонг получается 100 тысяч рупий стоит на 2 персоны. Да, 500 рублей дороговато, потому что в Сануре, насколько я знаю, стоит намного дешевле. Ну вот такая вот дорожка. Кстати, вот дорожку сделали молодцы. По-моему, ее не было. Thank you. В этом плане, конечно, классно. Можно даже на велосипеде покататься. Yes, surfing. Not now. Yes, don't relax it. Look. Hey, how are you tomorrow? Yeah, maybe tomorrow. Видите, какие болицы открытые, веселые. Hello. Hello. Да, тут очень так душевно. Балийцы на самом деле всегда стараются с тобой познакомиться для того, чтобы, ну, конечно же, тебе что-то предложить. Но тут они как-то все равно такие чуть-чуть на позитиве, и поэтому нам это понравилось. И в целом Кута, я смотрю, она такая почище, чем Легион тот же. Да, вот этой дороги абсолютно нету на Легионе и в Семеняке, в Чангу. Там вообще просто серый темный пляж, и вот все, там валяются какие-то банки, бутылки, ну, вам показывали. И песочек, да. Но мы сейчас еще до Куты дойдем. Мы вот зашли за водичкой, потому что невозможно идти, жара ужасная. Слева от нас уже Кута, и вот хотел показать, насколько такое немного все грязное. Это не мы сделали, это вот тут было. Видите, люди сидят и под ноги все кидают. Все почему? Потому что вот этот вот единственное ведро, которое есть, оно полностью переполнено. И людям некуда кидать свой мусор. Вот мы с бутылкой идем уже, наверное, минут 10, да, мы не знаем, куда ее кинуть. А балийцы не парятся, они просто кидают. Вот ты сидишь, вот взял и кинул, и как бы и все. Поэтому немного грязно. Если на пляже еще следят, да, люди, которые там сдают вам шезлонги и дают вам доски покататься, они более-менее следят. Чуть-чуть ты заходишь за пляж, тут уже все, тут такое уже, начинается настоящая грязь. Ну и в продолжение темы, вот видите, на входе можно видеть огромное количество мусора. Вот что, положить нам сюда или нет, или дальше пройти? Непонятно, куда мусор девать. Вот, ну и это уже, можно сказать, относится к Куте. Сейчас тут вроде будет где-то скейт-парк, хотел вам его показать. Ну а также немного еще пройдемся. Ну и вот тот самый скейт-парк, где можно покататься, если вы умеете это делать, то он очень даже добротный. Видите, даже есть такая вот рампа, по-моему, она так называется. По-моему, этого не было раньше. В 2019 году этого скейт-парка еще не было. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. Тут также у нас есть такой вот рыночек, где можно подобрать одежду. Видите, какой он большой. Hello, hello. Огромное количество кепок, шлепок, все, что вы хотите, все есть. О, там даже несколько рядов, ничего себе. О, даже туда еще можно пройти. Представляете, сколько много тут прилавков. Да. Hello. How much one? This one 150. 150. Okay. Regular discount. Discount? Yeah, how much? And just look. Only just look. Yeah, no problem. Regular. Very good. Kuta Bali. Yes. I have Kuta Bali, Bali Island, Kuta Big White Rider, Bali Original. Okay, thank you. And Bali. Bali. Yes, Bali. Quicksilver. How much Quicksilver? 150. 150. Bali singlet. Okay. Okay, I thank give you. you price this one. I like Quicksilver, but very expensive. No discount. Discount? Yeah, discount. Ну и смотрите, стоила она 150 тысяч.
Я говорю, это очень дорого, у меня столько денег нет с собой. И начинаешь уходить. Она, стой, куда же ты уходишь? Я говорю, у меня только 50. Не, давай 70. И ты уходишь. Она говорит, ладно, бери за 50. И вот взял майку за 50. Там для зальчика или просто походить по пляжу. 50 тысяч рупий всего, 250 рублей, да? 200-250 рублей вообще копейки. Так что вот берите на вооружение на Бали. Реально в 3-4 раза дешевле покупать вещи, если вы идете по таким рыночкам. Главное уверенность. Уходите, сцена, что вы уходите реально, сцена, что у вас есть всего лишь там 50 тысяч, нужно при себе иметь, конечно, я просто знал, что у меня есть 50 тысяч, поэтому берите на вооружение. Ну и вот, собственно говоря, та самая вывеска, к которой мы и шли, Кута Бич. Тут обычно все фотографируются. Это то самое место, где люди учатся кататься на серфинге, потому что тут не такая сильная волна, допустим, как в Чангу или Double Six Beach или Бату Билонг. Тут уже она такая более-менее. И тут можно вот на начальном этапе самое то. Что удобно, обратите внимание, тут есть туалет. Стоит, правда, 5000 рупий. По-моему, дороже всего на острове. Обычно за 3, за 2. И то просто стоит donation. Ты туда кладешь по своему желанию. А тут прям нужно платить. Ну и вот те самые серферские школы, где вас будут учить, обучать. Ну или просто, если вы хотите посидеть, попить пивка, то это неплохое местечко. Даже вон кукурузу можно взять. Сейчас еще немного пляж покажу. Ну вот, Happy Family можно вот такую взять, таким хлястиком и пойти кататься, учиться. К сожалению, повторюсь, у меня с ногой небольшие проблемы. Конечно, я бы с удовольствием бы покатался, показал бы класс, как надо кататься, но в ближайшие пару лет не буду это делать. И отсюда можно увидеть еще аэропорт. Там иногда стоят самолеты, прямо вот отсюда все это видно. Тот самый Кута Бич. Смотрите, как мало народу. Вообще просто практически никого нет. Правда, сейчас уже июнь, поэтому людей мало. Тут наверняка в зимнее время было намного больше людей, потому что я помню, в декабре 2015 года тут было побольше людей, да? Ну и пляж, да, смотрите, белый песочек. Чуть-чуть, где уже он намочен, он уже получается такой темновато-серый. Ну да, и вот эти вот все подношения, где-то какие-то обертки, пластик, да, где-то валяется. То есть удивительно, если мы вот в Санур поедем, там такого нет, там как-то более-менее стараются. Тут же вроде за шезлонги ты платишь, да, но ты платишь не только за шезлонг, ты еще за чистоту. Тут вроде более-менее чисто, а тут с утра, наверное, принес океан вот эту грязь, ну, в принципе, она тут и осталась. Причем проблема пластика, она просто огромная на Бали, нету ни одной урны, и ты ходишь с этими пластиковыми бутылками, просто не знаешь их куда выкинуть. Поэтому я понимаю, почему многие просто-напросто бросают, да, кто, ну, кому пофигу, кто там на чиле, на релаксе, и как бы кто видит этот мусор, им тоже, собственно, все равно. Поэтому хочется, чтобы правительство Бали все-таки обратило на это внимание и как-то поспособствовало тому, чтобы здесь было меньше пластика, который уже идет в океан. Маша сказала правильные слова, но зная вот просто жители Бали, насколько они не любят вообще суетиться, не любят париться, никто не будет делать. Если люди приезжают и так, а зачем им утруждаться? Пойду лишний раз полежу. То есть в основном делают все таким именно образом. Пока что они взялись тем, что они не продают, когда ты покупаешь в магазине, в таком пластиковом прозрачном пакете. Раньше это было, сейчас уже нет. Нужно покупать специальную какую-то сумку или еще что-то. Ну вот потихоньку хотя бы таким способом начинают это делать. Ну вот подошли, где вообще прям огромное количество мусора. Видите? Хотя сейчас не зима, когда приносит, да, когда дожди. Сейчас именно уже, ну, вот сезон, по сути, когда на Бали, когда хорошая погода, когда нету дождей и огромных приливов. У нас по этому поводу с Пашей даже возник небольшой спор, будет ли кому-то дело до этого пластика, если об этом говорить. Интересно ваше мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что лично я считаю, что если ты эту проблему озвучиваешь, если ты постоянно говоришь, насколько она важна, то обязательно найдутся люди, которые тоже так считают, и вместе можно что-то с этим сделать. Ну и вот, серферы, их тут огромное количество, все учатся, все пробуют. Сегодня волна, пенка такая есть небольшая. Ну и тут можно купаться, да? Видите, флаги висят, купаться разрешено. Но, правда, опять же, какое купание? Тут вы просто вот зайдете по пояс или в лучшем случае по плечи, если у вас получится это сделать. Вас немного побьют волны, и на этом купание все закончится. Если вы хотите покупаться, то это все-таки надо ехать на Букит, Санур. Но мы в будущем вам покажем еще все эти места.
Ну вот вы видели, сейчас ехал такой столик тусовый. То есть Кута это все-таки не только серфинг, Кута это еще и какие-то тусовки. Вдоль второй улицы огромное количество различных баров тусовочных. Ну и тут тоже вот можно увидеть, но это не бар, это ресторан. А чуть-чуть дальше было пару баров, мы не показали. Но вот видите, тут вроде как надо только ходить, но тем не менее балийцы ездят. Ну и вот, что мы вам хотели показать, этот торговый центр, где есть очень многие бренды. Видите, там Zara, по-моему, H&M и все остальное. Тут также есть, смотрите, такая остановка, где можно заказывать Grab. Но Grab не очень выгоден на Бали, все-таки лучше это заказывать через InDriver. Ну вот, мы подошли к этому торговому центру. Видите, тут Michael Kors. Вон также магазин Victoria's Secret. Ну и различные другие бренды. Что мне тут нравится, смотрите, на подходе можно увидеть таких рыбок, которые плавают такие темные. Там еще где-то будут потом цветные, чуть там вот поближе к центру. Ну это такое культовое место. Тут, конечно... и смотрите, мы впервые увидели все-таки мусорное ведро за 1,5 часа своей ходьбы. И даже руки можно помыть. И тут, конечно, сделали очень все красочно. Смотрите, там такие розовые фламинго стоят. Чем-то мне напоминает Самуи, где тоже там посередине такой кусочек оазис. Природа красивая, а по бокам магазины. Это вот рыбки, которые я хотел показать, красивейшие. Смотрите, какие огромные. И этих рыбок можно покормить. Тут покупается специальный корм. И кормишь этих рыбок. Очень здорово. Смотрите, как красиво. То есть вот Бали это такой большой контраст. Рядом может находиться что-то абсолютно заброшенное, а абсолютно рядом находится вот такое красивейшее место, где уже оплот цивилизации. Вон наверху находится фудкорт, я так понимаю. Ну и вот место, где можно купить корм. Видите, тут мужчина иногда звонит в колокол, чтобы люди подходили. И рыбки подплывают, я так понимаю, когда в колокол звонишь. Ну и вот, видите, можно покормить. 5000 рупий стоит один такой пакетик. И они вот все набрасываются. Ох, сколько их тут, огромное количество. Мелочь, а приятно, да? Смотрите, какие они огромные. Как помню, на Самуи мы кормили. Правда, там были немного другие. Вот таким образом идет кормежка. На самом деле, обожаю кормить рыб. У меня на даче есть огромный пруд, и мы там вот тоже любим кормить рыб. Правда, не такие водятся, у нас такие небольшие. Но вот очень прикольно. Сейчас за палец могу схватить. Ну и получается тут полноценных таких 3 этажа, где можно походить, различные там конверсы купить, адидасы, найки. И смотрите, на 3-м этаже огромнейший такой фудкорт. Такие типа вагончиков таких небольших выполнено. Тут можно подходить, что-нибудь смотреть. Обычно на фудкортах очень даже неплохие цены. Но за 23 тысячи можно какие-то такие пельмешки купить. Вот они вот так вот выглядят. Это называется таху. Седжрол Сирибон. Наверное, неправильно сказал. Вот мороженое еще есть. И такой вот просто красивейший вид с видом на море, на океан. Красота. Что еще надо для счастья? Вкусно поесть. Ну вот, есть всякие наси-горенги. Средняя цена 38, где-то 40 тысяч. Ну, хорошая цена. Невысокая и не низкая, потому что можно и за 15 тысяч найти где-нибудь не туристическом месте, абсолютно легко. Тут же чуть-чуть подороже. Просто в Денпасаре есть торговый центр, где можно вообще там за 15 тысяч суши приобрести. А тут все-таки цены чуть повыше, но это понятно, потому что соседствует с первой береговой линией. Смотрите, здесь продаются жареные бананы, и как здорово оформлен сам магазинчик, огромное количество вот этих огромнейших просто бананов. И вот, собственно, называется Пизанг Горенг. Мы заказали рамен. А также рис с каким-то фаршем и соусом. В принципе, очень даже вкусно и необычно, потому что тут все жареное, очень тяжело найти что-то такое запеченное, как у меня. Но самое главное, смотрите, с каким мы крутым видом сидим. Сейчас будет у нас закат.
И вот мы сидим, самые первые из этого фудкорта, кто будет наблюдать за этим закатом. Конечно, удивительное место. А вот на втором еще этаже, что хотел показать, смотрите, там такой детский уголок, где можно посидеть, пофотографироваться. Это редкость, где есть такие места на Бали. Ну и смотрите, рядом с этим торговым центром, прям буквально тут вот перейти дорогу вот эту и все, находится такой вот небольшой рынок вещевой, да, где можно что-нибудь прикупить, поторговаться. Интересно, такое соседство. Вечерами, как правило, население вот Чангу, но также это касается и других пляжей, Double Six Beach, Семеньяк, Кута, собираются на встречание закат. Можно вот прийти на закат часов 5 и арендовать вот такой вот шезлонг место. Ну, арендуется как? Ты заказываешь любой напиток или любую еду, садишься и, собственно говоря, слушаешь музыку, смотришь на океан и наслаждаешься жизнью. Это вот большая часть людей, которые приезжают именно в эту часть Бали, делает именно по вечерам. Сегодня как раз такой ветерок хороший и довольно такие большие волны. Ну и вот примерно такое меню. Можно посмотреть, цены начинаются от 30 тысяч рупий. Сидишь. Помимо красоты, также вот подходят люди, которые что-то предлагают купить. Без этого никак на Бали, конечно же. Мы заказали по напитку, потому что есть особо не хотим. Ну вот, мне принесли фанту Страубери, ее заливаешь в лед, и это стоит в районе 40 тысяч рупий. Ну, на наши в районе 200 рублей. Конечно, дороговато, но ты платишь за шезлонг. Ну и вот на очереди стоят ребята, которые хотят тебе что-то продать. Ну и в меню можно увидеть такую редкую вещь, допустим, для Таиланда, как кальян. Так что, если вы любитель кальяна, то вот Бали – это место именно для вас. Немного атмосферы, когда сидишь на Бали, у тебя тут эскалатор приезжает, люди что-то все хотят продать, а также ходят лошади. И ожидаемого заката нету. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!